Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Александр Лазарев на связи, политолог. Приветствую, Александр. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Да, взаимно. Александр, как, в общем, вот это вот все скандально-миндическое развеивается и набрасывается статья за статьей в западной прессе по поводу секретного плана Трампа по Украине. Его не представили. Я почему-то уверен, что даже когда представят, а для этого отправили высокопоставленных руководителей Пентагона, то есть военных в Киев, да. Сегодня такой ключевой день, сегодня Зеленский возвращается, Умеров тоже вроде как возвращается. С чем возвращается, поговорим, но, в общем, будут кадровые перестановки, какие-то моменты. Это вот во второй части. В первой сенсационный слив от Телеграф, что в этом плане, который Трамп, NBC News, говорит, уже одобрил, Витков наработал, с Россией согласовали, там, оказывается, есть аренда Донбасса. Вот это прям очень интересно. То есть, и тогда, мол, и референдум проводить не надо, просто как бы типа он в аренде, но как бы принадлежит российской стороне. Вообще, конечно, чем дальше, тем, наверное, больше будет подобных публикаций, потому что до путя его никто не видел. Что вы скажете по поводу этой секретности? Является ли это каким-то новым этапом? Ведь мы видим, что каждое новое предложение, оно хуже предыдущего. Получается, что это будет плохое, но следующее будет еще хуже. Ну и вряд ли солдаты с обеих сторон воевали и умирали за то, чтобы что-то, какую-то часть земли отдать в аренду. Вы правы, действительно, следующее предложение будет еще хуже. И это не просто рассуждение там наши с вами, либо экспертов. Об этом Кремль напрямую заявил, и в лице Пескова было сказано, что каждое последующее предложение будет еще более жесткое, более худшее для украинской стороны. То есть это было объявлено. Да, если мы посмотрим ретроспективу предложений, мы, в принципе, увидим, да, что от Минска 1 до Стамбула 2, вот как менялись условия и что предлагалось. То есть это такой первый момент. Второй момент насчет аренды Донбасса. Я тоже почитал это, посмеялся. И вообще этот план, который сейчас обсуждается, он мне очень сильно похож на предвыборную кампанию Владимира Александровича в 2019 году. Каждый придумывает все, что хочет. То есть каждый додумывает какие-то смыслы, вот приписывает в этот план, что он видит, в каком контексте, под каким углом. Но пока мы не видели, мы не видели этот план и действительно не знаем, что там может быть написано. Поэтому, как у Ильфа и Петрова, грузите апельсины бочками, братья Карамазовы. Чем больше непонятного, тем больше жути нагоняют на зрителей. Ну, в данном случае зрителями являются украинский, российский народ, европейские страны, которые наблюдают, которые вовлечены в эти процессы. Идет определенная психологическая обработка и игра. То есть каждый придумывает себе то, что хочет, либо то, чего боится. Вот. Что касательно аренды Донбасса. Максимально нелепая история, как с точки зрения Украины, так и с точки зрения России. То есть, объективно. Что должно произойти, чтобы Украина, в лице Зеленского, не Зеленского, тому-то берем исходник, который у нас сейчас есть, не моделируем там, какая дальше будет власть, на что она пойдет, а будет ли, а не будет. Это уже совсем другая история. Сейчас есть Зеленский, есть его вертикаль, есть там все остальные политики, которые имеют определенные идеологические окрасы и которые проводили идеологическую обработку. Как они объяснят, что они сдали в аренду Донбасс? Выглядит максимально глупо и нелепо. То есть, получается, эти 3,5 года столько жизней было положено для того, чтобы сдать в аренду Донбасс. Так, может быть, это можно было сделать еще до войны, либо при первом Стамбуле. Это первый момент. Второй момент. А как Россия будет объяснять своему населению, что столько тоже и боевых действий было, и идеологически это все рассказывалось, что Донбасс должен уйти, за Донбасс нужно платить. То есть за тот Донбасс, который Россия вносит в Конституцию, то есть она будет платить Украине. Но максимально это выглядит абсурдно, причем с обеих позиций. Что одна позиция
не примет подобное действие, что другая. Может ли быть там такой пункт? Может, потому что когда ведутся торги, да, и любые там бизнес-сделки происходят, всегда стороны завышают какие-то требования. Хочешь получить $50, проси $100, да, и где-то сторгуетесь на среднем арифметическом, среднем по палате. Поэтому подобные предложения абсурдные могут быть для того, чтобы их отмести во время переговоров, сказать, не, ну вот это точно нет, на это не согласны, на это не пойдем, это абсурдно, это бредово, а вот несколько пунктов выглядит вполне себе вменяемо и приемлемо. И может оказаться, что именно эти несколько пунктов и были целью переговоров и договоренностей. Но что бы ни было написано, да, то есть это в любом случае будет воспринято правым крылом украинского политикума, украинской общественности как капитуляция. То есть на это не согласятся Зеленский, его окружение, та каста, которая сформировалась за время войны, то есть она не будет принимать подобные действия. Но самое важное, это не то, что будет происходить внутри украинской политики, то, что будет происходить внутри европейской политики. В первую очередь Британия, которой это невыгодно и не надо. И во вторую очередь военно-промышленный комплекс Европы, который тоже сейчас заряжен на несколько лет вперед. Вся эта коалиция желающих, она не для того лоббировала эти интересы, да, там, военно-политические, чтобы взять сейчас и согласиться с мирным планом Трампа. Ну, вы заметили, что Кая Каллас собирает уже там министров, собирают, в общем, они свои группы для обсуждения этого плана. Сегодня об этом было заявлено. Просто это ведь без Европы все решалось. Без Конечно. Украины все решалось. Можно там, конечно, обсуждать какие-то такие хайповые, непонятные пункты, но по большому счету самый главный резонанс вызвало то, что, простите, но Украина ошарашена, огорошена, она в ужасе. Ну, как так? То есть идет война, вот эта вот риторика Трампа, говорит, я санкции введу, сейчас вот этот законопроект Линдси Грэма 500 этих процентов, да, против России, стран, которые торгуют с Россией. То есть я согласен, но только моя должна быть. Короче, не пары с уст у Трампа по поводу этого скандала коррупционного. Тут же, понимаете, какая история? Там нужно, чтобы хоть каким-то боком Россия заплатила. Ну, вот, да, и вот поэтому вот это вот придумывают. Но ни Украина, ни Европа не в курсе. Заявлено, что эти военные из Пентагона, у нас же как, исторический визит, за 50 лет впервые такое, в какую-то страну отправляются генералы, именно им поручено представлять этот план. Уитков как бы отворот-поворот дал украинской стороне, не поехал в Турцию. Встреча Зеленского и Эрдогана получилась пресной, постной. Ну, Умерова показали, что он на месте. Ну, вроде как не сбежал. Вот, в принципе, и все. То есть нам декларируют о возврате Стамбула на повестку дня, реинкарнации Стамбула, но по каким-то другим основам, которые там включают в себя вот эти 28 пунктов плана, которые привозят военные, а не гражданские, и дальше летят в Москву. Оцените, пожалуйста, игру российской стороны. Тоже, ну, мы не в курсе, в Стамбуле нас не будет, мы в стороне, мы смотрим, мы готовы открыты, ну, мы смотрим. И никто не комментирует, не разрывает вот саму идею. То есть очень интересная дипломатическая игра, исходя из того, что мы не знаем, мы не в курсе, но мы приветствуем усилия Трампа, усилия всех сторон для того, чтобы все закончить. Где второе дно? Или ну, что-то, что на нем лежит? Ну, тут насчет позиции российской стороны я бы даже в комплексе рассмотрел и с точки зрения коррупционного скандала, и с точки зрения мирного плана Трампа. Россия не комментировала, то есть вообще, хотя для меня изначально это показалось странным. Казалось бы, вот тебе такой пласт работы для госпропаганды, да, показать, что в Украине воруют на всем, воруют там на
армии, на энергетике, на самых таких животрепещущих темах, которые украинскому обывателю, да, очень важны и нужны сейчас. Но Россия молчала, то есть ни одно официальное лицо, то есть не высказалось, то есть даже в МИДе не высказывалось. Я уже молчу о том, что не высказался Путин, да, но он редко высказывается по таким вещам. То есть, но как минимум там много было политиков, которые берут и комментируют, да, все, что происходит. И потом госпропаганда это подхватывает и тоже начинает комментировать, распространять. В этом случае была полнейшая тишина. То есть, как будто Россия устранилась от этого вопроса. И почему это все произошло? Вот если мы посмотрим на ситуацию, которая тянется с лета, да, у Трампа, даже не с лета, можно сказать, с инаугурации Трампа, было много чего заявлено. Трамп приходит для того, чтобы достичь мира. Там, за 24 часа, неважно, за 3 месяца, за 5 месяцев, это уже частности. То есть, это экспрессивное заявление, которое должны были будоражить публику. Но заявлено было, что Трамп миротворец, он хочет прекратить эту войну, которая является не его, а войной Байдена. Это цитата Трампа. Вот он приходит к власти, начинаются контакты между американскими переговорными группами и российскими. Там Уитков летает, Дмитриев летает, встречаются с президентами, общаются, находят какие-то точки соприкосновения. И тут начинаются встречи с Зеленским. Да. Помним все скандал в Белом доме, вот, что Зеленский учудил, когда Маркарова там за голову держалась. Вот, и вообще, то есть там просто была жуть кромешная. Вот. Это все происходит. Видно, что Зеленскому объясняют, на какие уступки надо идти. Зеленский не согласен. Британия не согласна. Дальше продолжается работа, оттягивается процесс. Летом Зеленскому показывают, что есть серьезный компромат на тебя, что с 2015 года вся антикоррупционная инфраструктура, созданная Западом в Украине, работала, не дремала. То, что никого не посадили, да не засудили, это не значит, что нет компромата. Этот компромат предъявляют в каком-то точечном виде, в точечном варианте. То есть несколько процентов дают. Зеленский, его окружение начинает суетиться, ловит панику, как сейчас модно говорит, и начинает принимать какие-то резкие действия, движения. Антикоррупционная структура и вся эта организация выводит на улицы людей и объясняет, не надо так делать. Зеленский откатывается. Дальше начинаются встречи Трампа и Путина. То есть Трамп встречается с Путиным в Анкоридже. Они очень мило улыбаются, обнимаются, судя по всему, договариваются о стратегическом видении и не только там конфликта в Украине, а вообще взаимоотношений между двумя глобальными странами. А у них вопросов масса. И это и Севморпуть, это безопасность, это сокращение ракет средней малой дальности, это ядерная безопасность, да, и прочие вещи. То есть это Азиатско-Тихоокеанский регион, это отношения с Китаем, это глобальный юг, это БРИКС. Ну, там масса вопросов накапливается между этими странами. И Украина является тем камнем преткновения, который не дает возможности от всецело там, начать какое-то экономическое сотрудничество, кооперацию по отдельным областям и регионам. Значит, нужно решить. Идут переговоры, и я считаю, что договоренность была в следующем, что Путин, наверное, сказал Трампу, что необходимо этот вопрос как-то решить. Это твоя вотчина, то есть у тебя там рычаги влияния, подействуй на Киев, подействуй на Зеленского для определенных решений. Трамп взял время на это, пошел действовать. Видим, раз попробовал подействовать, не получилось. Потом вроде как должно было получиться. Опять летит Зеленский в Штаты, получать томагавки. Тут созванивается Трамп с Путиным. Потом шуточно говорят, никаких томагавков не будет. И потом Трамп объясняет Зеленскому, что нужно и как делать. Тот вроде как да принял. То есть у него уже другая тактика. Он на рожон не лезет. Я думаю, что британцы ему объяснили, как по-иезуитски себя нужно вести с Трампом. То есть не в лоб, а, так сказать, в фланга заходить. Вот. И он возвращается. И всем становится ясно, что Зеленский не собирается выполнять рекомендации Дональда Трампа. Не из-за того, что Зеленский такой крутой парень,
Вот он не боится США, а из-за того, что он, наверное, больше США боится только Британию. Да? Там, наверное, есть рычаги давления похлеще, чем у американцев. И тут запускается скандал с Миндичем, с коррупцией. Это все всплывает, начинают задерживать. Сейчас педалируется тема воровства на войне. Это же постепенно публикуется. Мы видим, какая пресса пишет. Раньше запреты стояли, то есть не критиковали так жестко Зеленского. Да, где-то точечно что-то упоминалось, да, но такого негатива, который прям полился на Зеленского, раньше не было. А сейчас оно все льется. То есть его пытаются дожать. И в этот момент он начинает суетиться. Вылетает со страны, начинает там по Европе колесить, заезжать в Грецию, в Испанию, в Францию, в Турцию. Пытается создавать видимость деятельности, как будто ничего у него не происходит внутри страны. И здесь выкатывают этот мирный план. Вот сейчас самое интересное начнется, то есть как будет реагировать Киев. Одно дело, что Зеленский публично очень грамотно опять ответил, потому что британцы объяснили. Говорит, да-да, мирные инициативы Трампа это хорошо, только Трамп может достичь мирного урегулирования. Это вообще я всецело поддерживаю. Это пока он плана не видел. Когда он увидит план, я думаю, публично, я имею в виду, увидит план, да, об этом скажет. Он скажет, мы-то хотим, но вот это ж вообще невозможно. Это получается за що ж хлопці гинули, да, за що війна йшла, щоб ми зараз оце згодилися Росії віддати Донбас там чи інші регіони. Ні, то не можна, то капитуляція. И тут, соответственно, с Туманного Альбиона ребята будут потирать руки, даже не ребята, а, скорее всего, известная девушка с украинскими корнями Митревелли, да, вот она, я думаю, будет сейчас и руководить этим процессом. Вот такая игра разворачивается, она с точки зрения изучения процесса очень интересна, но вот с точки зрения отношения, то, что мы относимся, да, являемся частью украинского народа, вот очень печальное, плачевное, потому что если он сейчас сорвет эти переговоры, а есть у меня такое ощущение, что он их сорвет, и они то есть не будет достигнут компромисс, консенсус, то следующее, как мы уже начинали говорить, будет еще гораздо хуже, с огромным количеством жертв, с разрушенной инфраструктурой и вообще с непонятным будущим. Вот так. По поводу скандала выходит на первый план Чернышов. Его отпускают под залог. 51 миллион нашелся. Там называют даже двух предпринимателей с фирмами, которые, собственно, внесли. Это должны быть белые деньги, которые кладутся под залог. Залог этот возвращается. Для тех, кто не знает, это не просто заплатили и гуляй себе. Происходят дальше расследования, там всякие суды. И если, например, оправдали или посадили, да, какое-то действие произошло, залог вернут. Но вопрос же в наличии в белом поле у конкретных людей таких сумм, которые могли абсолютно легально поступить за Чернышова. Поразительно, что Чернышов говорит, не знаю, я не Че Гевара. Он кум Зеленского, одно из его поместий тоже строилось или продолжает строиться, в общем, там, чтобы жили рядышком все вот эти друзья Зеленского, да, и Чернышов среди этой когорты. Жена вдруг подает на раздел имущества, и это очень интересный шаг. Он такой тонкий, казалось бы, да, Шелест, мы вообще слабо представляем, кто такой Чернышов, мы вообще слабо представляем, а жена тем более, да, там она на пленках вроде тоже есть, не бог весть, какая интересная история, то есть тут такие события происходят, Рубио выходит, говорит, все будут уступать, миром запахло, или как поведут себя европейцы, все очень интересно в геополитическом, но это принципиальный сигнал, казалось бы, такая мелочь, да? Но это принципиальный сигнал. Это сигнал того, что НАБУ не отцепится. Нужно спасать хоть что-то из всего того, что нажито непосильным супружеским трудом в этой паре. И что вполне себе вероятно за сохранение жизни, за сохранение имущества, большого имущества, серьезных сумм, серьезных активов, вполне себе может целый ряд лиц торговаться с американцами, или там НАБУ, читай ФБР, читай американцами, для того, чтобы сдать того, кто повыше. Потому что то, что сейчас мы наблюдаем, Зеленский не виноват. Зеленский не виноват.
Это все вот эти злые, нехорошие люди в окружении. Это вот они, вот это прикрываясь светлым именем Солнцеликова. Но погодите, а повыше это кто? Многие вчера, позавчера говорят, что все стрелки сводятся... Ну, Чернышов не будет вот этой фигурой, да? Он хоть и был вице-премьером, но он в прошлом, и вообще это как бы не шибко, ну, скажем так, популярная как бы на шахматной доске ладья, да, можно так назвать. Но тут же у нас Ой. есть Ермак, на которого указывают все персты. Кем будет жертвовать Зеленский? Сможет ли, удастся ему сохранить плюс-минус свою управляемую вот эту структуру, сетку из доверенных лиц и то, что он понимает как государственное управление, и, соответственно, удовлетворить запрос на то, чтобы кого-то выдворить? Я думаю, конем проще, да, чем таким ферзем, как Андрей Борисович. Там конкретный ферзь, с ним жертвовать нельзя для Владимира Александровича. Да и мы, собственно, видим, что сегодня вроде как ожидалась отставка Ермака. Не, ну день длинный, может еще она и случится, да, всякое бывает. Вот, и на старуху бывает проруха, но судя по тому, что Владимир Александрович взял Андрея Борисовича с собой в турне, вот, и они вместе летают, вместе там общаются, встречаются, обсуждают, то пока вот я не вижу по каким-то публичным признакам, что он готовит его к отставке. Ну, может быть, он ему в Турции оставит, да, но это единственный момент, который может намекать на отставку. То есть у Ермака пока все в порядке. Понятно, мы видели, что там часть парламента, так сказать, взвыла и начала говорить, что необходимо отставить Ермака. Вот Ермак – это проблема. А вот мне интересно, да, вот Ермак – проблема. Только Ермака нужно в отставку оставить, да, убрать с точки зрения части фракции «Слуги народа», там Порошенко, Тимошенко и прочих. Или, может быть, вся система гнилая? Потому что сейчас я вижу публичное перекладывание ответственности с Зеленского на Ермака. То есть Ермак начинает канализировать в себя всю ту жуть, которую творили все вместе, коллективно. И все эти Че Гевара, я, говорит, не Че Гевара, да понятно, какой из тебя Че Гевара. Вот, там когда-то Саакашвили слово применял, да, еще песню делали. Вот. Ты не Че Гевара, да, ты барыга. То есть это немного другая история уже. Вот. Но мы видим, вы правильно отметили, 51 миллион быстро нашелся, внесли залог. Коломойский, значит, не врал, когда говорил, что у общака есть довольно-таки большие ресурсы для того, чтобы своих вытягивать, вытаскивать. Ну и жена, ну а что тут скажешь-то? Александр Иванович, говорит, как умный человек, понимал, что лучше потерять часть, чем целое. Вот они тоже понимают, что лучше развестись и делить имущество от греха подальше. Ну, мы видели, когда на Петра Алексеевича Порошенко санкции вели, его супруга Марина тоже пыталась забрать часть имущества, поделить, чтобы оно все не было санкционным. Но тогда не особо получилось. Мне кажется, у Чернышова может все получиться. И получится довольно-таки неплохо, пока руки не дойдут, так сказать, западных структур до полного разгрома всей этой шайки-лейки. Интересно, что Миндич, да, в полном спокойствии, в тепле в Тель-Авиве находится. И вот если брать эту войну, то вообще два Тимура хорошо запоминаются, да, в данном случае Миндич, вот, и в Российской Федерации такой был Тимур Иванов, тоже, кстати, спалился на воровстве, ну, вроде как 14 там, или 13 лет ему дали, да, ушел он по этапу. Украинский наш Миндич, он не по этапу ушел, он уехал в Тель-Авив и, говорят, на Мерседесе С-класса через границу, то есть не в багажнике какого-то пазика, УАЗика он выезжал, а вот ровно, с комфортом, с музыкой и с хорошим кожаным салоном. Вот. Но это еще раз доказывает, что все они действовали сообща, что это является одна банда, которая грабила Украину, которая не гнушалась ничем, которая говорила на русском языке, когда грабила Україну, а не на щирій українській мові, яку вони пропагандували. В тот момент, когда украинцев заставляют, да, в 9 утра
останавливать движение, становиться на колени, потому что минута молчания, а кто не становится, то там объясняют ему, да, где он не прав, кто не останавливается, вот, и в чем он не прав. Когда дети, значит, на русском языке разговаривают на переменах, и эта проблема, нужно им запретить, и тут по списку можно, кто-то музыку послушал не ту, кто-то сказал слово не то, еще там что-то, то параллельная реальность – это все окружение Зеленского на чисто русском языке. Ворует, и ворует в самых таких чувствительных сферах. В энергетике, которая выбивается. И это ж энергоатом – это только часть, о которой мы знаем. А сколько по газу, сколько по нефти, это все мимо кассы уходило. Вот. А сколько энергостанций они только на бумаге ремонтировали, а потом туда прилетала еще одна ракета или дрон, и получается нечего показывать и доказывать, а деньги на ремонт списаны. Схемы двухходовые, но очень рабочие. Но самое вот такое мерзкое, да, что меня удивило даже в этой ситуации, это часть пленок, которые опубликовали на Умерова, там, где он с Миндичем бронежилеты левые покупал для вооруженных сил Украины. То есть, вдумайтесь, зрители дорогие, получается, министр обороны Украины во время войны со своим кентом, который является кентом Зеленского, верховного главнокомандуючого, самого потужного и патриотичного президента Украины за всю историю, просто берет и левые бронежилеты завозит. Левые. А это что значит? Что если пуля попадет, то она распластается об эту не бронепластину и просто может порвать все, что на ее пути, а не пройти сквозь. Даже без бронежилета более безопасно, чем с таким бронежилетом. То есть, каждая $1000, да, или там $500, которые они наварились, это живой человек. Вот и стоимость, как бы, это хочу, чтобы люди осознали наконец-то. Стоимость жизни человека для этих негодяев. Получается $500. Вот они готовы отдать живого человека, украинца, солдата вооруженных сил Украины под левый бронежилет, чтобы заработать на нем $500 или 1000. Не знаю, сколько они там, по какой цене проводили, еще пока до конца не опубликовано. То есть, вот вся мерзость этой ситуации. И тут Чернышов с довольной рожей, улыбающийся, говорит, да какой с меня Че Гевара? Конечно, какой с тебя Че Гевара? Че Гевара революции делал и потом погиб за свои идеи. Вот. А Чернышов не то, что за идеи гибнуть не собирается. Он собирается еще жить очень долго и счастливо. И желательно не в Украине. Как и Зеленский, который неоднократно об этом говорил, что мені 46 чи 47 років, я молодий, и я хочу жить за там, где-то путешествовать. Причем он об этом говорит на русском языке. Это так, для публики. Все це на українській мові ретранслюється. Вот такая вот циничная, мерзкая, гадкая ситуация. Так а с кем договариваться? Ведь, условно, гипотетически, у нас есть два пути. Сейчас вся пресса пишет о том, что этот план будет отвергнут, Европа там будут как-то вот вносить эти коррективы. Ну, короче, да, вот это все. И вы знаете, ну, с кем можно вообще договариваться в этой связи? Если, например, доходит до того, что, вот, например, из Молдовы в Израиль пытались ввести фуру с огнестрельным оружием, включая ракетные установки. Транспортное средство с опасным грузом не заметили молдавские таможенники, ну, в кавычках, да, выявили в Румынии. Румынские СМИ сообщают, что по тревоге прошлой ночью подняли все спецслужбы соседней страны. Водитель фуры на допросе признался, что конечной точкой груза был Израиль. Все же понимают, откуда, да, через Молдову идет это оружие. Мы не просто, как вы сказали, там, бронежилеты, там же как можно вам оппонировать. Не купили же, ну, забраковали в последний момент специалистами Минобороны. Но мы не понимаем на самом деле вот этого глубины масштабов, как и сумм средств. Вот я вам зачитал новость, она же вроде как, там идут какие-то оружия. Откуда оружие? Какие ракетные установки? Из какой страны? Из Молдовы? Из Приднестровья ракетные установки? Ну, это же всем понятно, что эта война прикрывает еще и тотальные схемы
продажи и перепродажи оружия, которое там в 22-23 давали вообще просто так, или там покупалось в кредит украинцами за все налоги, которые украинцы собирают, да, хоть там этого даже не хватает на функционирование государства и этой безбожной системы. То есть они не просто кусают руку, которую дает, они ее отгрызают. Отгрызают и обсасывают, причмакивая, понимаете? То есть обгладывают до костей эту руку. Понимаете, мы можем стать свидетелями на самом деле крупнейшего, тотального фиаско. И когда там бронежилет должен там, например, немножко щемить сердце матери, у которой там, призвали сына или жене, у которой там муж, то когда мы узнаем, а мы вполне себе можем это и узнать, суммы торговли оружиями, разного типа, причем даже такими самыми, что ни на есть, мы тогда вообще все обалдеем. И кажется, что это все понимает и Зеленский в том числе. Куда он влез, куда он вляпался, потому что он, как верховный главнокомандующий, условно, не сможет вот эту всю чернышовскую историю, миндичскую, чернышовскую, галущиновскую и гринчуковскую списать на Ермака, а тут ты уже никем не пожертвуешь. Некем жертвовать. Сырского, уберешь Сырского, а дальше что? Там вертикальная система. Все прекрасно понимают, как там условно сержанту продать пару гранат, условно спихнуть за, там, не знаю, пару сотен долларов, чтобы было на сигареты, понимаете? До вот таких уже достаточно крупных партий. Давайте просто представим себе ситуацию, что вот данная партия оружия направлялась в Израиль, да, как сказали нам публично. А сколько партий оружия могло направляться, например, не в Израиль, а в какую-то там террористическую организацию Хамас, например, в террористическую организацию там Аль-Каида, да, либо еще в какие-то существующие по левым схемам. Они могли продаваться просто торговцам оружия международным, а потом попадать в руки вот таких вот организаций, которые Соединенные Штаты Америки считают террористической организацией во всем мире, запрещенной террористической, и борется с ней, публично борется, да, во всех странах Ближнего Востока. Я опять-таки отдаю себе отчет, когда я говорю, да, с кем борется там, Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока и за что борется. Сейчас конкретно я говорю о публичной части их борьбы, чем они прикрываются. Это официальная версия. И вот по этой официальной версии, если оружие, которое должно было попасть на вооружение вооруженных сил Украины, попадает потом каким-то мексиканским бандосам, да, либо, условно говоря, на Ближний Восток каким-то абреком, то что потом будет с Зеленским? То есть, кто, условно говоря, это все фиксируется. Если зафиксировали схемы там, с долларами, которые не ходили по территории Соединенных Штатов Америки, да, как-то оказались внутри украинского государства и попали в руки коррупционерам, это значит, что эти доллары специально были отправлены для того, чтобы их потом зафиксировать и вовремя достать. И такая же история и с оружием. То есть это оружие специально контролировалось, и американцы могли знать, куда что уходит. Но в какой-то момент пока молчать, а потом в нужный момент достать это из шкафа и сказать Зеленскому, что одно дело ты коррупционер. То есть это твои внутренние проблемы, что ты там наворовал со своими миндичами, шминдичами. Если вы украли американскую госпомощь, это понятно, мы ведем против вас санкции, да, мы заблокируем ваши счета. А вот представьте, если ему спонсорство терроризма влепят. Это же аргумент самый страшный, например. Это никакая страна мира, если американцы огласят его там террористом. Вот. А мы моделируем эту ситуацию. Никакая страна мира потом его не захочет принимать. В Израиль он не влетит. Ему скажут на границе, ты угроза государственной безопасности. Тебя США ищут за спонсорство терроризма. Это страшная статья в Америке. То есть догонять могут по всему миру, если такое будет вменяться. И поэтому эта жадность, алчность, мелочность окружения Зеленского, да, и всех тех, которые
простите, барыжили этим оружием, которое должно было идти в вооруженные силы Украины, они все зафиксированы на карандаше. И вся эта жадность сыграет против самой системы. И мне кажется, это будет последним аргументом со стороны именно Вашингтона, когда они достанут эти коридоры поставок оружия и куда они дальше уходили. А вы вспомните, в начале боевых действий в 2022 году сколько скандалов было, что джавелины где-то оказывались у каких-то абреков, непонятно где. И вот эти джавелины в Украину шли. Это же было уже зафиксировано. И я не верю, что, например, те же ФБР просто послушали, пару джавелинов куда-то ушло, ладно, это ж война, возможно, все, поэтому не будем обращать внимания. Нет, они дела позаводили. Просто пока еще ход не дали, пока не опубличили. Рано или поздно опубличат. И это самый важный будет козырь в руках давления на режим Зеленского, на его власть, на его эту всю структуру. Но с другой стороны, мы видим еще одного игрока, про него нельзя забывать, это Британия. И Британия пока шаг не сделала. Да, она показала Залужного. То есть она показала, что если ты двинешься там в сторону, условно говоря, США, у нас есть запасной вариант. Есть запасной, у него рейтинги неплохие. Мы, в случае чего, мы же подписали там даже договор с ЦВК. Мы сделаем. Все, что надо, мы сделаем для того, чтобы привести его к власти. То есть ему показывают и обратную сторону медали, что если ты отказываешься от той линии, которую мы тебе диктуем с Лондона, то у тебя начнутся тоже проблемы. И тут вопрос, какие проблемы Зеленский выберет. Потому что находится он в промежутке, да, мягко выражаясь. И не в самом приятном промежутке. Что касается парламента, насколько, как вам видится, анализируя политическую кухню и ситуацию, там второй день блокируется трибуна, еле-еле уволили этих... Опять тоже интересный момент. Их увольняют, а они не приезжают. BBC говорит, что Гринчук вроде как в Украине, не уезжала. С Галущенко непонятно, он подключал все свои мессенджеры, и там в группах, в Телеграме, в WhatsApp, в общем, сигнал, там, они так переписываются. И его вроде как звали, а он все удалился, вышел, покинул чат, так сказать. И видите, да, 0 эмоций, 0 комментариев, 0 каких-либо вещей, просто как бы в сторонку, и все крутится вокруг их увольнения. Ни подозрений, ни привлечения к уголовной ответственности, никаких, а просто уволили со второго раза, и все. И, соответственно, судя по всему, будет делаться ставка на то, что их две фамилии на «Г» забудут. Наверняка. Но уже как бы не забудут, потому что все в материалах дела есть, но тем не менее народ забудет, и потом уже очередной суд, очередные там залоги, очередные какие-то моменты, то есть тихонечко это уже не так будет ярко, потому что все будут обсуждать условно перемирие или там какие-то переговоры или какое-то окончание войны, а сдавать в аренду Донбасс, отступать оттуда или нет, вот это все будут обсуждать. Но как вам видится, что будет внутри Рады? Арахамия гасит пожары и говорит, не-не-не, это отдельные депутаты от «Слуг» бунтуют против Ермака, мы ни при чем. И поддерживают НАБУ, да? Мы за конструктив. Но монобольшинства уже нет. Если взять и этих депутатов, которые заявили о своей позиции, Гетьманцев, там, Батураев, взять их, отминусовать, все. А нет монобольшинства, надо распускать парламент. Ну а кто его будет распускать, если с сомнительной легитимностью президент? Получается, последний орган, а они не договорятся между собой. Смотрите, тут очень тоже важный момент. Они не договорятся. Голоса и порошенковцев мало, а ПЗЖшники на измене, они подголосовывают, они в заложниках, да, их сразу СБУ и тюрьма. Слуги, там разброд и шатание. То есть парламента коалиционного нет. Коалиции давно уже нет. А даже видимой части, да, даже деланной коалиции нет. Соответственно, надо его распускать. А как ты его будешь распускать в военное положение? В общем, мы приходим к кризису не только конкретных фигур или позиций, а вообще всех институтов власти. Всех, без исключения. С парламентом вообще интересная история, да, он ушел пока в безвременную паузу, вчера Стефанчук об этом сказал, на фоне коррупционного скандала, то есть они проголосовали за отставку этих 2 Г,
Вот, и ушли пока непонятно на какой срок. Хотя вроде как там должны были рассматриваться и другие темы там, по правительству, по отставке, по Свириденко, но пока решили стопорнуться. То, что взвылся Потураев, как у Высоцкого, взвылся бывший алкоголик, матерщинник и крамольник, надо выпить треугольник, на троих его даешь, вот. Значит, это показательно, действительно. Мне кажется, тут работает уже инстинкт самосохранения. А давайте-ка мы быстренько скинем тех, кто мешает нам, и все равно останемся верными Владимиру Александровичу Зеленскому. Будем выступать там против Ермака, против других аппаратчиков, которые нас душили, не давали нам нормально продохнуть все эти годы. И тут появилась такая возможность. Плюс об этом, я думаю, им сказали, что можно, действуйте. И сказали это за рубежом. Потому что, бог с тем Потураевым и с этой шайкой внутри «Слуги народа», но я не верю, что Петр Алексеевич Порошенко и Юлия Владимировна сами по себе, без согласования с западными структурами, с лоббистами, с которыми они на контакте постоянно, начали бы так резко действовать, блокировать трибуну, обращаться к народу, как Тимошенко. Ну да, Тимошенко еще там. Я все-таки хотел бы, чтобы подытожить парламентские вот эти все мансы и непарламентские. Вы, кстати, правы, что Тимошенко и Порошенко вряд ли просто так это начинают. Видимо, одобрение какое-то они получили. У меня другой вопрос в финале, важный. Если Зеленский полностью откажется от сделки, и, в общем, он укрепится внутри вот этого коррупционного скандала, для электората, это понятно. Значит, если он выменяет, например, сдачу территорий на какую-то личную, скажем так, безопасность, как вы думаете, опять-таки, сейчас мы можем наблюдать нечто вроде овального кабинета 2, да? Или, наоборот, полного прогиба под существующую историю. То есть, или, он укрепится, или он просто проиграет все. Получится провести такой же фортель? Условно, нет, мы не сдаемся, смотрите, опять наипотужнейший нефтик не прогнулся, на плохие условия не прошел, ой, Зеленский, давайте его поддерживать. И дальше. Или все-таки давайте отдадим Донбасс, а потом будем, собственно, уходить потихоньку, пытаться как-то с гарантиями личной безопасности. Есть ли поле для маневра и каким будет этот маневр? Какие сигналы нам об этом будут говорить? Зеленского цугцванг, то есть он по факту, любое действие, которое он сейчас будет предпринимать, оно имеет негативные последствия для него самого. То есть мы понимаем, что он стал слугой двух господ, Лондона и Вашингтона. И в данном случае господа между собой разругались. Они имеют разные взгляды на своего подданного, верно подданного. В данном случае не турецко подданного, британско подданного Владимира Александровича. Совсем разные взгляды, и каждая из этих сторон имеет на него серьезные рычаги давления и серьезный компромат. Я не исключаю, что даже в окружении Зеленского, даже среди его советников и лички, охраны присутствуют агенты и штатные сотрудники той же Ми-6. То есть он не то, что, как говорят, Зеленский с ними работает, он в очень тяжелых обстоятельствах находится, работая с ними. То есть он под колпаком. И давайте просто представим, что Зеленский сейчас отказывается от того, что предлагает Трамп, и от мирного урегулирования, от отказа от территорий, и заявляет о своем патриотизме, то есть выбирает сторону Британии. Это что значит? Это значит, что российская армия дальше начинает двигаться, усиливаются боевые действия, сносится энергоинфраструктура, подчистую сносится, наносятся удары. Мы видим сейчас по ЖД, то есть участились эти удары, они будут наноситься по чувствительным секторам государственной жизнедеятельности. Скорее всего, могут начаться удары по
центром принятия решения, командным пунктом, я имею в виду не политическим, а может и политическим, тут такой вопрос. То, что там Путин Беннету обещал, не обещал, это уже 10-я тема на самом деле. Сегодня обстоятельства поменялись, да, и Беннет может поменять свои взгляды, и все остальные ребята, которые в этом процессе участвовали. То есть, по сути, появляется серьезная угроза на земле, очень серьезная, то есть и потеря территорий, дальнейшая потеря. Тут впору опять вспомнить то, что сказал Песков, с чего мы начали, что следующее предложение будет еще хуже, чем действующее предложение. Это надо понимать, это объективно. Как ни крути. Что делают американцы при этом? Ну, представьте, что Зеленский не просто мир там не подписал и не сдал, как он будет говорить, Донбасс там, да, либо еще какие-то регионы. Нет. Он наломал игру Трампу. Он наломал сделку Трампу. По другим по другим регионам, по другим темам. Вот, потому что Украина камень преткновения, потому что по Украине надо решить. И я уверен, что Путин ему об этом сказал. Решай с Зеленским, дальше все остальное по рукам ударим и будем работать. Вот он не может решить. Что будет делать Трамп? Включит все рычаги давления. То есть сейчас такой компромат польется. Но компромат это еще полбеды. Я же говорю, что будут задействованы и международные санкции могут включиться международное преследование. То есть механизмов у США много, а параллельно с этим может отключиться Starlink. Параллельно с этим могут отключиться разведданные, а у Европы нет такой возможности. Параллельно с этим Трамп может запретить странам НАТО продавать оружие Украине. То есть вы все покупайте, будете обороняться. Если злой Путин нападет, у вас будет свое оружие. Начинайте учить армию поляков, да, других там. Вот они будут отстаивать рубежи Европы. Украине не давайте. Может он это сделать? Может. То есть может жестко поступить. Если Зеленский соглашается на условия Трампа сейчас, как уже многие внутри Украины, да, провластные специалисты сказали, на капитуляцию, да, соглашается. Вот если он это соглашается, что делает Лондон? Лондону плевать, в каких территориях останется Украина. На самом деле, то есть одно дело там американский подход, другое дело британский. Лондону главное это что? Чтобы иметь доступ к Черному морю и геополитически контролировать этот регион. Если останется несколько областей, для Лондона это тоже подойдет. То есть главное иметь геополитический контроль и возможность в любой момент зажечь спичку. То есть как бы у них свои взгляды на эту ситуацию, свои планы. Что может сделать Лондон, если Зеленский согласится с Трампом? Компромат? Какой там компромат? Я даже представить себе боюсь. Потому что когда президент страны, которого год назад избрали, приезжает в кабинет главе военной разведки другого государства, на ковер в кабинет, и после многочасового чаепития выходит другим человеком оттуда. Можно конспирологию верить какую-то, да, какие-то заговоры, масоны, рептилоиды и прочее. Ну, да, дорогие друзья, компромат. Что ему там показали, мне сие неведомо. Мне кажется, что там очень что-то страшное было. Если Миндичи, Шминдичи встречались на блатхатах, обсуждали деньги и женщин с пониженной социальной ответственностью, то Зеленский мог не только обсуждать, да, не только встречаться. И там, а Ми-6 фиксировала это все. Там, я думаю, что есть очень страшные для него компрометирующие вещи. Более того, ему могли объяснить вплоть до физического взаимодействия. То есть, разные вещи могут включиться в последний аргумент той же Британии. Потому что на кону очень большие деньги. На кону влияние в Восточной Европе. На кону влияние в Черноморском регионе. Это геополитика, это деньги. На кону заряженный весь военно-промышленный комплекс Европы на 5-6 лет вперед. Там заказы, станки работают в 2 смены. То есть, по сути, мы понимаем, что все сейчас, именно коалиция желающих, она не желает окончания здесь и сейчас боевых действий. Вот в чем дело. Поэтому как может повести себя Британия, здесь тоже тяжело представить. Но у Зеленского любой его шаг принесет ему очень большие проблемы и страдания. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь на Лазарева, YouTube и Telegram, ссылки в описании. Поставьте лайк этому видео и напишите, что думаете вы. Куда вывернет? Очень интересно, наблюдаем. Добра и света.